Всем привет! Как только мы закончили работу над лодочным мотором Tohatsu 15 с водометной насадкой «Карась», после просмотра этого видео с нами связался наш подписчик и привез свой китайский моторчик Parsun 9.8 с водометной насадкой, конечно же, «Карась». Ирония судьбы или снова «Карась» – так мы назвали наш новый новогодний проект. Китайский мотор Parsun 9.8 является копией или аналогом японского лодочного мотора Tohatsu 9.8, но с некоторыми минимальными изменениями. Мотор 2011 года выпуска покупали новым, владелец очень доволен как мотором, так и водометной насадкой. Скорость вдвоем 30 км в час. Мотор ни разу не видел морской воды до прошлого года. В некоторых местах появились очаги коррозии и какие-то проблемы с запуском двигателя в последнее время. С этим мы будем разбираться. Для водометной насадки будет укорочена нога из короткой в суперкороткую, по такому же принципу, как у карася Tohatsu. Подушки будут перенесены на редуктор, а подвеска отодвинута. У владельца были проблемы с охлаждением, и он установил сюда шланг подачи воды в отверстие для промывки системы охлаждения. Шланг не является заводским решением от разработчиков карася. Здесь на редукторе два отверстия. Одно wash, то есть промывка, а второе oil, это уровень масла. Компрессия почти по 12,5 кг. Это очень хорошая компрессия, прям как у нового мотора. Свечи мы поменяем, потому что мы проверили их на стенде, они плохо работают и скорее всего ни разу не менялись. Будем чистить карбюратор. Мотор глохнет при добавлении газа, работает кое-как и только на закрытой воздушной заслонке. Снимаем карбюратор, разбираем его и чистим. Оказалось, ничего страшного, это просто соринка попала в главный топливный жиклер. Отжатое резиновое уплотнение, то что на крышке поплавковой камеры, мы заменим на новое. Проверили топливный насос, отличное состояние прокладок, клапанов и мембраны. Чистим карбюратор, продуваем и собираем. Дребезжит пластина с катушками под маховиком, как на всех китайских моторах 9.8, даже на японском Tohatsu. На работу это никак не влияет, просто создает посторонние шумы. Убедившись, что термостат работает, отсюда начинает брызгать вода, система охлаждения работает, мотор не перегревается,
Приступаем к разборке. Отрезаем посадочную часть нижних подушек от ноги и переносим на редуктор. Тут нам придется немного подпилить антикавитационную пластину. На Тахацу мы опускали деталь ниже пластины, но здесь из-за конструктивных особенностей редуктора и водометной насадки приходится делать как раз на линии антикавитационной пластины. Разобрали редуктор, не дожидаясь износа сальников, мы их заменим на японские сальники от Тахацу. Крыльчатка в отличном состоянии еще с завода, потому что владелец сказал, что он ее ни разу не менял. Удивительно, что за столько лет такое хорошее состояние. В редукторе не было ни воды, ни эмульсии, но почему-то шариковый подшипник вертикального вала ржавый. При сборке редуктора мы заменим все необходимое. Удаляем лакокрасочное покрытие пескоструем и прихватываем для примерки. Направляющая пластина для трубки охлаждения была выпилена вместе с креплением подушек. Поэтому вырезаем пластинку из алюминия, сверлим в ней отверстие и привариваем к ноге, но уже на другое место. Не снизу, а сверху. В отверстии будет резиновое уплотнение, которое будет центровать трубку. Режем ногу, отрезаем середину. На станке мы обработали обе половинки Дейтвуда и в очередной раз смотрим, что у нас примерно получается. Родной верхний кронштейн уже не дотягивается до подушек. Тут получается довольно приличное расстояние. Будем придумывать какое-то удлинение кронштейна. Но сначала нужно прихватить ногу, сварить две отрезанные части между собой. А для этого нам нужно укоротить вертикальный вал. Укороченный вал вставили в редуктор, собрали всю ногу на столе и прихватили. Предварительно нога вся была отпескоструена и зачищена под сварку. Провариваем Дейтвуд, закрепили с двух сторон два швеллера, чтобы при сварке не уводило отверстие. Обрабатываем сварочный шов. Еще раз протачиваем ногу после сварки. Теперь займемся переделкой верхнего кронштейна для подушек. Нам необходимо сохранить оригинальную часть, куда вставляются подушки с ногой. Поэтому мы ее отпиливаем и дальше думаем, что сюда можно приварить. Нога отодвинулась от Дейтвуда на 90 мм. Из-за этого оригинальные тросики газа стали короткими, их теперь не хватает. Тросики от Yamaha 9.9 длиннее, чем на Taihatsu 9.8, а от Suzuki 9.9 они еще длиннее, чем у Yamaha. При сборке мы попробуем поставить тросики от Yamaha 9.9, их длины должно хватить для правильной работы. Если их не хватит, тогда попробуем поставить тросики от Suzuki. Не исключено, что придется доработать механизм газа для неоригинальных тросиков. С этим мы уже будем разбираться потом при сборке. На вертикальную нержавеющую трубу напрессована алюминиевая ручка для переноса мотора, к которой крепится румпель. Мы будем изобретать верхний кронштейн, и при сварке алюминий расширится, а труба, которая никак не зафиксирована, кроме простой посадки в натяг, она может провернуться либо сдвинуться.
Чтобы этого не произошло, мы сверлим сквозное отверстие, в котором будет нарезана резьба. Мы туда закрутим болт для фиксации трубы от проворота или смещения. Привариваем пластины толщиной 8 мм параллельно друг другу, затем привариваем пластинку для упора подушки, повторяя за оригиналом. Сверху привариваем 6-мм пластину. Проваривая со всех сторон, получается такой мощный удлиненный кронштейн. Провариваем нижнюю посадку подушек. Для тяги переключения передач нужно просверлить отверстие. Не к чему соединить тягу механизма, который блокирует поднятие мотора для задней передачи. Он уже здесь работать не будет. Но он и не нужен, ведь задней передачи все равно нет. Поэтому весь механизм мы просто убираем. Вертикальные втулки поворотного механизма изношены, поэтому при сборке они будут заменены. Укорачиваем трубку подачи воды. Интересно, что в этом моторе трубка из нержавейки, а на японском Tohatsu 9.8 эта трубка алюминиевая. На Tohatsu 9.9 мы спиливали глушитель под корень. Здесь мы его тоже укорачиваем, но совсем немного. Укорачиваем верхнюю тягу переключения передач. Тросики газа мы ставим от Yamaha. Они отлично подошли по длине. Кстати, румпели на всех китайских моторах 9.8 китайцы ставят от Yamaha, а не от Tohatsu. В том числе и на этом моторе тоже. После регулировки и небольшого шаманства, механизм с новыми тросиками работает как родной. Снимаем маховик, чтобы устранить дребезг пластины с катушками. Подкладываем сюда тонкую шайбу и смазываем. Мы поставили эти моторчики, чтобы было наглядно видно разницу между нашей супер короткой ногой и стандартной короткой ногой S. Для примера взяли китайский мотор, копия Tohatsu 9.8, он по центру, у него S нога. А справа старый Tohatsu, еще в синем цвете, примерно 89 года выпуска. У синего Tohatsu UL нога, то есть ультра длинная, еще длиннее, чем L. Вставка между ногой и редуктором удлиняет ногу. При необходимости можно укоротить. Нога на парсуне была укорочена на 190 мм. Опыт, полученный при укорачивании Tohatsu 9.9, очень помог в работе с парсуном. Принцип один и тот же, но из-за конструктивных особенностей и отличий между всеми моторами это такая же очень сложная работа. Отвечаем на вопрос, а не проще ли было поднять транец? Человек обратился к нам с просьбой укоротить ногу, чтобы понизить центр тяжести мотора, потому что нарощенный транец высоко задирает мотор.
Многие сомневались насчет работы охлаждения, якобы на такой короткой ноге оно не будет работать. На самом же деле тут нет большой разницы, поднимаем ли мы мотор или укорачиваем ногу. Редуктор ведь остается в итоге на том же самом уровне относительно днища лодки. Вес лодочного мотора с водометной насадкой до укорачивания 37 кг. А теперь после укорачивания карась Парсун весит 35 кг. Мы поздравляем наших зрителей с наступающим Новым годом, а может быть он у вас уже наступил. Главное, чтобы все были здоровы и сбывались мечты. Например, приобрести лодку и мотор или наоборот, поскорее продать и приобрести комплект помощнее. Счастья вам и исполнения желаний. Если будет третий безумный проект, стоит ли об этом снимать кино? А может быть не такой уж он и безумный, если есть спрос? Всем удачи, всем пока, до встречи в новом 2022 году. Я карась, если слышишь эти звуки, значит песня удалась. Я карась, это был только пролог, ну а теперь понесу.